Ответ канала Crime Show на вопрос, можно ли считать Российскую Федерацию государством, политическим неким образованием, или все-таки это криминальное образование, давайте попробуем разобраться, потому что у меня канал Crime Show, и это довольно важно, что называется, договоримся о терминах. Ну, давайте договариваться. Когда политическое руководство России официально объявило о войне с коллективным Западом, мир увидел в этом лишь эскалацию конфликта. Но если мы снимем слой пропаганды и взглянем на это глазами политического юриста, перед нами акт делегитимизации. В классической теории Маркса Вебера государство определяется через монополию на легитимное насилие. Ключевое слово здесь «легитимное». Легитимность не рождается внутри бункера, она подтверждается признанием международного сообщества. Заявляя о разрыве с этим сообществом, власть фактически совершает явку с повинной, признавая свой новый статус. С этого момента перед нами не республика, а мафиозная структура, вышедшая из-под контроля международного права. Спор с Мансуром Олсоном больше, чем стационарный бандит. Экономист Мансур Олсон ввел знаменитую концепцию стационарного бандита. Его логика проста. В отличие от кочующего грабителя, который сжигает деревню и уходит, стационарный бандит – это государство заинтересован в том, чтобы население процветало, ведь тогда налоги будут выше. Однако современная российская модель вступает в спор в каком-то смысле с Олсоном. Мы видим переход от оседлого бандита к бандиту-поглотителю. Мафия, захватившая государственные институты, перестает заботиться о долгосрочном росте кормовой базы. Вместо того, чтобы брать умеренную долю и давать развиваться, она захватывает все. Как и в любой ОПГ, здесь нет частной собственности, есть лишь временное право пользования, которое может быть аннулировано паханом в любую секунду. Чарльз Тилли и государство как организованная преступность. Социолог Чарльз Тилли прямо сравнивал создание государств с рэкетом. Он утверждал, что правительство создает угрозу, а затем берет деньги на защиту от нее. Но в нашем случае мафия доводит эту теорию до абсурдного абсурда. Она не просто защищает вас от внешних угроз, она лишает вас права выбора способа защиты. Когда вам говорят «мы построили вам больницы на ваши налоги». Это подмена понятий. Мафиозное государство сначала уничтожает возможность частной медицины и альтернативных доходов, а затем выдает пайку из украденного мешка зерна. Это не распределение общественных благ, это содержание функционального инвентаря. Собственно говоря, здесь акцент идет на том, что отличить можно государство от мафии тем, что мафия никогда ничем не делится. Она себе свое взяла и как бы гуляй, Вася, до следующего побора. А государственность, она мало того, что взяла, она и со своей стороны что-то предложила. Вот здесь я со своей стороны выдвигаю, ну, скажем так, спорность этой теории, потому что предложила, было бы, если бы предлагала определенную свободу действий и выбора, чего мы с вами, ну, наверное, на данный момент не наблюдаем. Банальность зла и навязанное соучастие. Здесь мы вступаем уже в диалог с Ханной Аренд. Ее концепция банальности зла говорит о том, что, как обычные люди, становятся винтиками системы. Мафиозное государство делает следующий шаг. Оно делает каждого гражданина вынужденным соучастником. Если в классической мафии вы можете быть гражданским, ну, Аренд, вот важно уточнить, она как бы в каком-то смысле за коллективную ответственность, потому что каждый уже становится участником-соучастником, это как банда, в которой даже какой-то стиральщик трусов для бандитов, он все равно, ну, пусть и мелкое звено, но даже будь какой-то суд, и всю мафию бы судили, он бы получил срок. Наверное, меньше это был бы срок, чем у главарей, но он все равно был бы, потому что очевидное соучастие, и ты знаешь, с кем ты работаешь, на кого ты работаешь. Вот здесь я немножко оспариваю, скажем так, этот момент. Если в классической мафии вы можете быть гражданским, который просто платит дань, то здесь система навязывает вам врожденные обязанности. Служба в армии, участие в фальсифицированных ритуалах, молчаливое одобрение – все это формы вовлечения в банду. Система заявляет: мы тебя кормили и одевали, сознательно скрывая, что это было сделано на ваши же деньги. Предварительно изъятые через коррупционную ренту и инфляцию. Итог. Юридическая декорация. Тюремная иерархия – это сжатая модель такого государства. Одно из моих любимых выражений. Это тоже хочешь понять, как устроена система государства, загляни просто в тюрьму. И там будет, ну, в каком-то смысле уменьшенная схема, такая модель действующая. Почему? Потому что, ну, давлеет, опять же, культурные традиции, отношения с людьми, там, в мафии отношение к мужику какому-то, да, то есть тому, кто что-то выплачивает. В государстве все тоже называется просто другими терминами.
Как и в тюрьме, здесь нет граждан, есть только администрация и контингент. Разрыв с Западом – это финальный сброс масок, скажем так. Система официально признала, что ей не нужны мировые суды и правовые нормы. Ей нужна только территория и население, которое принимает право на существование как милость от семьи. Это не государство в чистом виде, защищающее граждан, это ОПГ, которое приватизировало слово «Родина» и использует жизни миллионов как инструмент в своих криминальных разборках с остальным миром. По сути, последняя возможность оказаться не быть полностью втянутым в структуру государственного ОПГ был фриланс. Интернет, какие-то социальные сети, Инстаграм, где люди делали себе деньги, они делали себе бренд, то есть они были, именно фриланс, вольные копейщики, как переводится, то есть человек, который не зависим от всей структуры целиком. Разве что в рамках налоговых выплат, что тоже, кстати говоря, можно было бы решать, зависит от того, где и ты, на какой площадке, как ты это устанавливаешь. Если площадка зарубежная, только твои траты в магазине, все которые также, кстати говоря, зачастую облагаются тем или иным скрытым налогом. Но это свобода, естественная, полная независимость. И вот тут мы видим уже последнюю с вами точку. Сейчас в РФ начали запрещать интернет по модели Ирана. И остается со своей стороны предположить, что ждать остается, наверное, того, чем все это закончилось в Иране. Чем это закончилось, наверное, многие знают. Это массовые протесты, практически боевые действия, в дальнейшем уничтожение глав данной организации. То есть полное уничтожение, начиная с Хаминей и многих других. Модель Ирана, кстати говоря, очень подходит, я об этом уже разбор делал раньше. Со своей стороны, вот этот разбор с отсылками и к тем или иным научным исследованиям мыслителей я делаю с одной простой целью, чтобы вы, друзья, кто на моем канале, понимали, почему я в принципе говорю на те темы, на которые вроде бы должен говорить политик, политический аналитик, к коим я себя не отношу, политологи. Я не политолог, я крайм-шоу, и мои рассмотрения, они рассмотрения криминала. К сожалению, с того момента, или к счастью, не знаю, уже воспринимайте как хотите, когда Россия на самом официальном уровне, на самом высоком уровне говорит, что она стоит против всего Запада, против всех стран, против всего мира, это банальная делегитимизация. А для меня, еще раз, это мой взгляд, мое понимание, моя теория, то, что мафия ничем не отличается от государства, кроме одного – легитимностью, цивилизованностью. Она должна цивилизоваться. Она должна навязывать себе, то есть обязательно брать это как рабочий инструмент, уважение, право на человека, самоопределение, на жизнь, на его какие-то ценности, на его сексуальные предпочтения, то есть меньшинство, не меньшинство. Для государства это должен быть цивилизованный взгляд через призму ключевых ценностей, человеческая жизнь, человеческое право на перемещение и так далее. Все то, что мы сейчас наблюдаем, закрывается довольно жестким методом. И тут даже не важны причины, я сейчас, наверное, и не буду им уделять внимание, мне просто хотелось вам показать, почему для меня практически все, что происходит со стороны на сегодняшний день Российской Федерации, по сути, это действие мафиозной структуры, организованной преступной группы. Также важно, что я вижу, что иногда Россию называют это мафиозное государство. Скажем так, я с одной стороны согласен с самим термином, но считаю полной ответственностью человека, который произносит такую фразу, давать этому обоснование. Иначе это просто обзывалка какая-то, хамство, оскорбление, поливание грязью, как правильно иногда в ответ кто-то может говорить. Я постарался сейчас объективно, почти научно, около научно, конечно же, это краткая такая работа, краткий мой взгляд, но чтобы вы понимали, почему я, в принципе, не отбрасываю этот термин, больше того воспринимаю как вполне себе заслуженный с того момента, когда было сказано о борьбе против всего мира. Так не должно быть в государстве, которое вписывается как некое образование вот этой самой политической игры, политической карты мира. Если ты от всех отделяешься, и я против всех, а тогда что тебя... Где тот фактор, который тебя отделяет от любой мафиозной организованной группы, которая строится на тех же принципах, тех же правилах, с тем же правом на насилие, но нелегитимным. То есть в чем же тогда легитимность-то? Основа на том, что народ поддерживает, так это в любой мафии народ, который входит в эту мафию, поддерживает подобные правила. Нужно, чтобы был внешний взгляд, который бы поддержал объективность, законность, человеколюбие. А от этого почему-то взяли и официально отказались. Довольно странно, не моя вина, но мой вывод.